Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хотел бы с вами поделиться своей историей, как я пришел к моноколесу. Изначально у меня было желание приобрести электросамокат. Я обратился к Игорю Сущенко, который посоветовал мне попробовать моноколесо. Я его попробовал, и спустя какое-то время пришел к выводу, что преимуществ у моноколеса в разы гораздо больше, чем у того самоката, который я планировал приобретать изначально. После того, как я приобрел моноколесо, я несколько дней очень боялся на него становиться. Для меня было это как-то непонятно и страшно, но я все же тренировался, и спустя какое-то время я начал полноценно его использовать как средство передвижения, добираться от работы домой, от дома на работу. Спустя какое-то время без моноколеса я вообще никуда не выходил, даже в магазин за хлебушком тоже всегда под рукой моноколесо, прыгнул на него и полетел. Однажды, катаясь по Минску, я обратил внимание, что по городу передвигается очень много доставщиков еды, Яндекс.Еда и других организаций. И я подумал, а почему бы, скажем так, не использовать мое колесо и меня просто как эксперимент, попробовать заниматься тем же самым, как оно получится, как это будет на этом виде транспорта. Возьмите, пожалуйста, доставку. Я нашел телефон организации Яндекс.Еда в Минске, приехал к ним на офис, на собеседование так называемое, пообщались с менеджером, он очень удивился, я был первым человеком, который прямо к ним в офис завалился с моноколесом в руках. И сейчас я устроился к ним на подработку и в свободное от работы время катаюсь, доставляю еду людям. Придя в Яндекс.Доставку на моноколесе, я получаю не просто свободную поездку по городу, а также я еще дополнительно получаю как-никак доход, который зависит только от меня. То есть я совмещаю и приятное, и полезное. Не просто так трачу время на поездки. Отработав несколько дней в доставке, я обратил внимание, что почти все доставщики еды, когда приходят забирать заказ в ресторан или кафе, они постоянно где-то оставляют свое какое-то мобильное средство передвижения, или электросамокат, или велосипед, где-то за порогом заведения. У меня с моноколесом никто еще ни разу не сказал, что нет, с ним нельзя. Я всегда его взял за ручку, завел с собой, поставил рядышком возле себя. Пока готовится та же самая пища для клиентов, я могу воспользоваться этим колесом как пауэрбанком, зарядить свой телефон, который постоянно разряжается. Это очень удобно. Я не трачу время на какую-то парковку, где-то поиск мест, где чего оставить, пристегнуть, чтобы не украли. Нет, мое колесо всегда со мной. На данный момент я передвигаюсь на моноколесе, которое называется Бигода Никола 100-вольтовое. Одного заряда этого колеса мне хватает спокойно, чтобы проехать в спокойном режиме до 100-120 километров. В принципе, я считаю, это очень хороший показатель. На одну смену, там даже если брать большую смену рабочую, остается еще очень много процентов заряда, чтобы еще по своим делам куда-то съездить. Глядя на доставщиков в Яндекс.Еде, которые передвигаются или пешком, или на велосипедах, я бы им, наверное, все-таки посоветовал научиться ездить на моноколесе, приобрести себе моноколесо и попробовать что-то новенькое в своей работе. Это добавит много радости, много эмоций. Когда доставляешь еду в Яндекс.Доставке, в большинстве случаев тебе приходится подниматься на этаж или до квартиры клиента. С моноколесом никаких проблем в этом вообще нет. Ты точно так же взял его за руку, довел до квартиры клиента, отдал заказ и спокойно с ним ушел вниз. К сожалению, велосипедисты или самокатчики такого сделать не могут. Им опять же приходится где-то оставлять свое транспортное средство. Большинство клиентов, когда видят меня в шлеме, в экипировке и на моноколесе, очень улыбаются, потому что для них это как-то необычно, они не понимают, что это такое к ним приехало.
Ну и всегда благодарят скорости, с какой я доставляю им ихнюю еду. Доставки в Яндекс.Еде бывают не только в прекрасную погоду, но также, когда есть какое-то ненастье, например, тот же самый дождь. Подумав об этом, я обратился в магазин Емаг Бай, сделал гидроизоляцию своего моноколеса. Сейчас, даже в плохую погоду, когда льет дождь, я совершенно спокойно передвигаюсь на своем колесе, не боясь ничего. И смотрю на курьеров, которые едут в дождь на велосипедах, улыбаюсь и понимаю, что мне намного удобнее и комфортнее ехать, чем им. Еще одним из плюсов доставки на моноколесе я считаю, что я передвигаюсь на нем, у меня постоянно свободные руки, то есть я могу спокойно проверять точный адрес маршрута в телефоне, я могу делать все, что захочу руками, не надо держаться за руль, я могу крепко держать товар, груз, еду, которую везу, чтобы клиенты не беспокоились, что она как-то повредится. К сожалению, мне кажется, что на велосипеде так делать нельзя. Усталость после рабочей смены на моноколесе в разы, я думаю, меньше, чем на велосипеде, потому что не надо ни крутить педали, не напрягаться, ты просто стал и паришь над землей, наслаждаешься поездкой. Большинство людей, которых я встречаю, задают мне вопрос, сложно ли это вообще управлять этим колесом, как я быстро научился, у них какие-то сомнения есть, когда я им рассказываю, что нет, это все просто и легко. Скажу вам однозначно, попробуйте, приходите на обучение, найдите что-то новенькое, что вы можете делать, научитесь этому. Это очень просто, это очень захватывает. Однозначно это не будет лишним. Хочу обратить внимание на такой фактор, как безопасность езды на моноколесе. Я всегда передвигаюсь на моноколесе в защите, в шлеме. Безопасность прежде всего. Я всегда соблюдаю скоростные режимы. Нельзя этим пренебрегать. Надо постоянно быть начеку. Поэтому всем, кто ездит или кто будет ездить, я настоятельно рекомендую обязательно использовать защитную экипировку. Надеюсь, что мой рассказ небольшой поможет кому-то приобрести моноколесо, попробовать что-то интересное. И когда-нибудь мы с вами увидимся и будем друзьями, и будем вместе ездить на встречи. Так что до скорых встреч. Надеюсь, нас станет больше в Беларуси.